Как же неприятно чувствовать себя постоянно уставшей и опустошенной, особенно если тебе предстоит что-то важное в этот день. Но не расстраиваемся, потому что существует много научных исследований, как с помощью правильного питания и сбалансированного рациона быть менее уставшими и чувствовать себя потрясающе в течение полного дня. Усталость может быть вызвана несколькими причинами. Это снижение физической активности, аллергия, а может быть даже диабет. Сегодня я вам расскажу, как с помощью правильного питания справиться с усталостью и какие продукты нужно выбирать, чтобы ее избежать. У нашего организма есть так называемые внутренние часы, которые на физическом уровне регулируют наш период бодрствования и сна. Это называется циркадным ритмом. И как раз он связан с циклами смены дня и ночи. Когда на улице день, мы, как правило, чувствуем себя бодрыми. Соответственно, когда вечер, то мы начинаем чувствовать некую усталость и понимаем, что в какой-то момент наш организм готовит ко сну. Все эти ритмы сегодня изучает область науки, которая называется хронология питания или хронопитание, которая как раз изучает влияние питания на циркадный ритм. Например, некоторые исследования показали, что если нерегулярно питаться, то это может нарушить циркадный ритм. Но это, в свою очередь, может снизить качество и продолжительность сна. Поэтому очень важно синхронизировать приемы пищи. Синхронизация в приемах пищи может помочь в нормализации цикла сна и бодрствования, заставляя нас чувствовать себя менее уставшими. Завтракать любят не все, но завтрак может помочь нам не чувствовать себя усталым в течение всего дня. Порой мы просыпаемся уставшими и чувствуем себя не совсем благоприятно в течение дня от того, что мы просто не позавтракали. Это происходит от того, что за ночь наш организм потерял некоторое количество калорий. И, конечно же, когда вы просыпаетесь, ему нужна некая подпитка, чтобы немного подзарядиться. Завтрак помогает нам начать наш день с правильной подпитки организма. Кстати, если вы будете завтракать едой, которая содержит большое количество клетчатки, то вы почувствуете себя более бодрыми, а также у вас улучшится память. Употребляйте больше белка. Об этом я неоднократно говорила в своих предыдущих роликах. Белок содержит аминокислоты, в частности триптофан, который, попадая в наш мозг, помогает вырабатывать серотонин, который в свою очередь влияет на наше самочувствие и настроение. Также вырабатывается мелатонин, который помогает организму успокоиться и подготовиться ко сну. Исследования показали, что люди, которые чаще едят белковую пищу, лучше и крепче спят. Источниками триптофана являются соя, орехи и семена, из них кешью, семена подсолнечника, фасоль, листовая зелень, грибы и брокколи. Так что, если вы хотите чувствовать себя бодрым в течение всего дня, ешьте как можно больше белковую пищу, которая содержит триптофан. Но не переусердствуйте, потому что употребление большого, чрезмерного для вашего организма употребления белковой пищи может тоже нехорошо сказаться на вашем самочувствии. Ну а теперь поговорим об углеводах. Я решила разделить их на две группы. То есть это те углеводы, которые быстро усваиваются и, соответственно, которые медленнее усваиваются. Из быстро перевариваемых это белый хлеб, белые макароны и белый рис. А те углеводы, которые медленно рассасываются в нашем организме, они, как правило, содержат больше клетчатки. Цельные злаки, бобовые, овощи. Кстати, во фруктах содержатся и те, и другие углеводы. Но все же почему важно это знать? А все потому, что быстро усваиваемые углеводы быстро всасываются, вырабатывают аминокислоты, которые и заставляют нас чувствовать сонливость после еды. Но это можно обыграть в свою пользу. Если вы хотите быстро и крепко уснуть, то просто ешьте быстро усваиваемые углеводы на ночь за 3 часа до сна. Но если вы хотите избежать сонливости и чувствовать себя бодро после еды, то, конечно же, вам нужно налегать на медленно усваиваемые углеводы, которые и обеспечат вас энергией в течение всего дня. А вот дефицит таких питательных веществ, как витамины группы В, С, Е, Д, калия, магния, железа, цинка, тоже может оказать влияние на сон. Эти витамины и минералы участвуют в куче разных реакций, которые происходят в нашем организме. Например, железо помогает в выработке серотонина, тогда как витамины группы В помогают вырабатывать мелатонин. Отсюда следует, что сочетать пищу нужно с умом. Все мы знаем, что наш любимый кофе по утрам содержит кофеин, а кофеин, как правило, помогает нам чувствовать себя бодрее в течение дня. Все потому, что кофеин — это стимулятор, который на время подавляет повышение давления в нашем организме. Тот механизм, который вызывает усталость. Вот вы знаете, например, что взрослому организму, чтобы расщепить кофеин, который мы выпиваем, который попадает в наш организм, может расщепиться только через 7-8 часов. То есть, выпив чашку кофе с утра, весь кофеин в нас расщепится только к вечеру. Всегда имейте это в виду, так как если вы хотите крепко и хорошо спать, то употребляйте меньше кофеина и употребляйте его желательно с утра.
Все знают, что наш организм на 80% состоит из воды. И вода, конечно же, играет очень важную роль в функционировании всего организма и в обмене веществ внутри организма. Но, к сожалению, многие забывают про это и употребляют очень мало воды. Настолько мало, что могут привести к обезвоживанию своего организма. А это, представьте себе, тоже может вызвать усталость, сонливость и плохое настроение. Так что если вы чувствуете себя вялыми, усталыми, то обратите внимание на ваш водный баланс, потому что это играет огромную роль. Признаками обезвоживания являются сухость кожи, губ, даже изменение цвета мочи. Таким образом, правильное и полноценное питание способно на многое. Нужно просто найти для себя баланс, правильный рацион, ну и, конечно же, не лениться. И всегда помни, ты то, что ты ешь. Ну а на этом все. Я надеюсь, что видео оказалось для вас полезным и вы нашли в нем что-то для себя. Поэтому обязательно ставь лайк, это всегда приятно. Ну а на этом все. Всем пока и до новых встреч!